Итак, передо мною одна древняя книга. Чочу Андрей Максимович, советский государственный партийный деятель, прожил долгую жизнь — 85 лет. Последовательно он занимал посты в сфере образования. От заведующего отделом школ Народного комиссариата просвещения СССР Абхазия и до директора Абхазского института языка. Руководил научными учреждениями и видел всю культурно-образовательную кухню своего времени. С 1938 года Андрей Максимович — видный политический деятель своего времени. Книга состоит из воспоминаний, писем, докладных записок, заметок, а также включает в себя фотографии и самоучитель абхазского языка, чем, собственно, меня и заинтересовало. Но я нашла здесь массу сведений, полезных при изучении реальной истории и культуры. Конечно, любое индивидуальное высказывание не отражает объективного взгляда на историю. Но если этот объективный взгляд, мир же состоит из субъективных проживаний и дан нам даже не в ощущениях, а только в воспоминаниях. Давайте-ка почитаем вместе. После предисловия книга началась разделом «Страницы жизни». Во время чтения этих отрывков из воспоминаний перед моими глазами мелькали ускользнувшие от нас детали быта и приметы времени, о которых не говорят на уроках истории. Наконец-то выпал мне шанс прочесть источник, где упомянуты и описаны обряды древних абхазов, народные верования, перечислены детские игры. Очень познавательно смотреть на картину столкновения мировоззрений разных эпох, дополнения, изменения их. Я сама лингвист и очень живо могу себе представить, как собирался этот источник, как сводились записи, происходил выбор фраз, актуальных на тот момент. Вот где вы живете? На улице Ленина. А кто такой селькор? Сельский корреспондент. В книге множество описаний сложностей внедрения советской системы образования, живые характеры, бытовые сценки с именитыми людьми той эпохи. И, наконец-то, подробное описание самого интересного для меня сейчас — структуры абхазского языка. Самоучитель русского, абхазского и грузинского языка посвящается абхазцам, не владеющим абхазским языком, и не абхазцам, желающим научиться говорить по-абхазски. Это результат занятий с учащимися разных школ в городе Сухум, не владевшими абхазским языком. Все слова в самоучителе расположены по порядку, без перестановки слов на всех языках. Многие звуки абхазского языка не могут быть выражены никакими сочетаниями букв европейских азбук. Правильное произношение звуков абхазского языка для неабхазцев возможно путем прохождения азбуки при помощи живой речи абхазца. В абхазском литературном языке 40 одинарных знаков. Из этих букв 2 — вспомогательные знаки, не обозначающие звуков. Этот служит знаком оглубления, этот — знаком смягчения. 62 фонемы абхазского языка. Гласные и согласные. В абхазском литературном языке 6 гласных и 56 согласных. Конечно, я не могу, к сожалению, проиллюстрировать голосом этот текст, но предоставляю его вам для ознакомления. В абхазском языке 25 согласных, которые не имеют соответствующих звуков в русском, а также в других языках. К этим согласным относятся мягкие ги, ки, хи, би, фи, цищ.
а губленные г, к, х. Мгм. И твердые согласные дщ. Конечно, я не претендую на истину произношения. Благодарю за просмотр этого видео. Я рада, что вы досмотрели. Поставьте, пожалуйста, лайк, и этот ролик смогут увидеть больше людей.